Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим невероятный торт эскимо. Это шоколадные влажные коржи с пломбирным, как мороженое, кремом. И все это в шоколадной глазури. А самое интересное, что этот торт готовится из самых простых продуктов, которые есть у каждого в холодильнике. Все, что я подкупила, это одну банку сгущенки, а на выходе получился торт в 2 килограмма. И еще мы приготовим упрощенную версию торта эскимо и не будем разделять белки от желтков, сделаем все максимально быстро и получим результат, который вас точно удивит. Итак, я начинаю, а вы, пожалуйста, подпишитесь и сохраните рецептик, чтобы не потерять. Для бисквита вбиваем 6 куриных яиц. Добавляем щепотку соли и 180 грамм сахара. Взбиваем миксером до пышного стойкого состояния примерно 5-7 минут. Взбиваем до состояния, когда следы от венчика будут сохраняться хотя бы 2 секунды. Как только виден будет рисуночек, хотя бы пару секундочек, прекращаем взбивание. Теперь смешиваем сухие ингредиенты. 100 грамм муки, 2 столовых ложки крахмала. Крахмал у меня кукурузный. И 2 столовых ложки какао-порошка. Еще 2 чайных ложки разрыхлителя. И смешиваем сухие ингредиенты. Я сразу делаю все в просеивателе для муки, так удобней. В несколько этапов просеиваем нашу сухую смесь и лопаткой вымешиваем сверху вниз, вот такими вот движениями, чтобы не разрушить структуру взбитых яиц. При приготовлении любого бисквита, если вы хотите, чтобы он получился пышный и воздушный, тогда никогда не смешивайте муку со взбитыми яйцами миксером. Бисквит получается очень мягким, воздушным за счет наличия кукурузного крахмала вместо части муки. Ну и, конечно же, за счет хорошо взбитых яиц и правильном вымешивании ингредиентов. Вот такое вот должно у нас получиться тесто. Оно воздушное, очень пористое. Форма у меня 24 сантиметра, но можно использовать и 22 сантиметра. Пергамент использую силиконизированный, такой не пристает к бисквиту. Выливаем в форму готовое бисквитное тесто. Если бы мы вымешивали венчиками, тогда бы вся эта структура была бы нарушена. И у нас бы не получился бы такой пышный и красивый бисквит. Удаляем лишние пузырьки из теста. Это для того, чтобы он такой вот горочкой не поднялся в духовке, а был более ровненьким. Ставим в духовку, разогретую до 170 градусов без конвекции. Выпекаться на 30 минут. Бисквит готов. Аккуратно снимаем кольцо. Оп. Ну и обязательно проверьте готовность деревянной шпажкой, можно зубочисткой. Она должна выходить полностью сухой. Оставляем его остывать на решетке. Начнем приготовление крема. Достаем 250 грамм сливочного масла, 82%, и оставляем при комнатной температуре. Вливаем в миску 380 мл молока. Молоко можно использовать любой жирности. У меня 2,5%, но лучше 3,2%. Добавляем кукурузный крахмал. Нам нужно 50 грамм. Столовых ложек это 2. Сейчас я... Так вот, 2 и половинка. Вот так вот. И смешиваем венчиком. И
молоко с крахмалом пока отставляем. В сотейник добавляем 3 больших куриных яйца. И теперь яйца точно так же взбиваем до однородности. Разболтать, чтобы не было сгустков яиц. К яйцам вливаем 300 мл сгущенного молока. Если у вас такая же банка 370 грамм, тогда вот я вот так вот оставила. И смешиваем яйца со сгущенкой. Просто нужно соединить. В эту яично-сгущенную смесь вливаем наше молоко с крахмалом. И сюда же высыпаем 1 пачку ванильного сахара. Тщательно перемешиваем и ставим на средний огонь. Варим, постоянно помешивая на среднем огне до первых булек. Как только появятся первые бульки, мы убираем с огня. Для этого дела, чтобы постоянно перемешивать и не стоять возле плиты, нам понадобится... Илюшик, иди сюда. Что? Иди сюда. Смотри, вот так вот мешаешь постоянно. Как только появятся первые бульки, зовешь меня, хорошо? Смотри, чтобы не пригорело. Просто мешай постоянно, не надо взбивать, просто мешай. Все, я пошла своими делами заниматься. Я ж могу доверить тебе крем? Да. Мама, бульки. Все, давай, иди свободен. Спасибо. Весь процесс варки крема мы интенсивно перемешивали его, чтобы он не пригорел. И как только появляются бульки, все, мы убираем его с огня. Так, видно бульки? О, видно. Все, я снимаю с огня. Он сразу такой густой получается. Пересыпаем крем в тарелку, в которой будем охлаждать. Накрываем крем пленкой в контакт, чтобы он не взялся корочкой. И остужаем его до комнатной температуры, как и сливочное масло. Только когда они достигнут одинаковой температуры, тогда мы будем его уже смешивать. Когда бисквит уже остыл, он почти уже не горячий, слегка-слегка теплый, мы заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник, пока мы будем готовить крем, будет остужаться крем, взбивать его. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы бисквит, он как бы, эта влага распределится, которая есть в бисквите, не выйдет, высохнет, а распределится внутри всего бисквита. Прошло примерно 1,5 часа. И крем остыл, но я его опускала тарелочку в холодную воду. И масло достигло уже комнатной температуры. Вот такое вот. Пересыпаем масло в миску. И взбиваем миксером до посветления и пышности. В взбитое масло добавляем несколько приемов заварной наш крем. Добавляем в 3-4 приема и после каждого добавления его не взбиваем, а просто перемешиваем до соединения. Этот крем универсальный и он подходит всюду, где используете заварной крем. Для эклеров, Наполеона и любых тортов. За счет наличия сгущенного молока вкус крема очень напоминает мороженое пломбир. Вот такой вот у нас получается крем. Он достаточно гладкий. Вот такой вот. И если у вас будет одинаковой температуры масло и крем, тогда ничего не расслоится. Корж достаем с холодильника, вернее бисквит. Как видите, он такой, собралась влага, но она именно вот здесь, влажненький. Такой вот бисквитик у нас. Он очень-очень нежный. Настоящий шифоновый шоколадный бисквит.
Для торта эскимо нам нужно разрезать корж ровно пополам. Вот такой вот он внутри. Слышите? Это вот влажный он настолько. Это еще без пропитки. Так, идеально разрезать у меня, конечно же, не получилось. Один, мне кажется, больше, второй чуть поменьше, но это не страшно. Итак, собираем торт. В форме, в которой выпекали, будем и собирать торт. Ее максимально я застилаю пергаментом и кладем первый корж. Это корж, который был вверх. Нам нужно пропитать этот корж. Для пропитки нам нужно 100 мл кипяченой охлажденной воды. И туда добавляем 2 чайных ложки сгущенки. По желанию можете туда еще добавить ванильный сахар. Я ванильный сахар добавлять не буду, потому что мне и так аромат сгущенного молока очень нравится. И пропитываем хорошенько коржи. Для торта эскимо часто выпекают бисквит, разделяя желтки и белки. Но этот бисквит не требует разделения, и он абсолютно ничем не отличается от того, который вы будете готовить, разделяя, взбивая одновременно желтки, белки. Процесс очень длительный, трудоемкий, а результат, в принципе, ничем не будет отличаться от замеса этого бисквита. Пропитываем каждый уголочек бисквита, чтобы не оставалось сухих частей полностью. Выливаем крем весь. И равномерно распределяем по всему периметру коржа. Пропитываем второй корж. Точно так же обильно смазывая, так как коржи широкие, а крем только внутри. Пропитали, как видите, у меня почти вся пропитка, 100 мл ушло. И кладем второй корж на крем. И слегка придавливаем корж. Идеально ему пропитаться нужно ночь. Но если у вас время ограничено, тогда хватит и 3 часов. Оставшуюся пропитку можно пропитать сверху немножечко. Все, убираем пропитываться. Когда прошла ночь пропитки, торт полностью пропитался, готовим шоколадную глазурь. Добавляем в сотейник 3 столовых ложки какао, 4 столовых ложки сахара, пол пакетика ванильного сахара и перемешиваем. Соединяем вместе и сюда же вливаем 100 мл молока. Перемешиваем максимально до однородности. И теперь ставим на огонь. Варим на среднем огне, помешивая до закипания. Как только глазурь начнет кипеть, пару раз перемешиваем и выключаем. Пока глазурь немного остынет, отрезаем 100 грамм сливочного масла. Чтобы глазурь быстрее остывала, я ее поместила в холодную воду. И уже сразу видно, как она становится более гуще. Теперь можно добавить сливочное масло. Добавляем 100 грамм сливочного масла. Если вы добавите в горячую глазурь сливочное масло, тогда она будет очень жидкой. Вот такой вот шоколадная глазурь получается, густая и насыщенная. Снимаем аккуратно кольцо. Вот такой вот тортик красивый. Уже красивый получился. Но еще не хватает шоколадной глазури. Выливаем аккуратно глазурь и покрываем весь тортик.
Эта шоколадная глазурь также универсальная, подходит для украшения любых кондитерских изделий. Ее особенность в том, что она не засыхает, а остается мягкой все время. Конечно же, можно не заморачиваться, а растопить в микроволновке 2 шоколадки, добавить туда немного растительного масла и покрыть глазурью торт. Но эта глазурь приготовлена своими руками и получается намного дешевле. Можно полностью покрыть шоколадом, а можно сделать красивые шоколадные подтеки. И для стабилизации глазури отправим в холодильник буквально на 10 минут. Прошло 15 минут, пора доставать наш тортик. Убираем пергаментные подстилки. Друзья, наконец-то тортик готов. Пора его уже попробовать. В конце видео я вместе с вами попробую и поделюсь своими впечатлениями. И еще добавлю список всех ингредиентов для того, чтобы вы смогли с легкостью сделать скриншот. Тортик уже готов. Мы уже сняли разрез. Давайте вместе попробуем его. Так. Так. Я уже кофеечек сделала. Теперь тортик. Ой, какой он влажный, пропитанный просто. Сейчас прожую. Так, по поводу тортика. Вот крем, как мороженое пломбир. Если вы хотите максимально приближенный, настоящий вот такой вот сливочный вкусный крем, делайте на сгущенке. Это просто очень вкусно. Бисквит, естественно, шикарный, он пропитанный, он очень мягенький, он очень такой воздушный. Ну и глазурь, она отлично дополняет сам тортик. Я такого тортика еще никогда не ела, это прям открытие для меня. Я видела, что он такой популярный в интернете и решила на 100 тысяч, так как на канале уже 100 тысяч, попробовать приготовить какой-то тортик, который я еще никогда не готовила, и показать вам. Так что готовьте, я всем советую. Вам спасибо всем за 100 тысяч. Будем сейчас пить кофе и праздновать. Всем спасибо. Спасибо за вашу поддержку, что лайкаете, подписываетесь, пишите комментарии. Для меня это очень важно. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч!